Нам долго, методично, тонко и с улыбкой внушали: свобода – это одиночество, что быть одиноким модно, удобно, сильно, что семья – это лишнее, что дети – это помеха, что близость душит, требует, ломает. И ты, сам не замечая, начал в это верить. Начал воспринимать тепло как угрозу, начал убегать от связи, начал строить стены, чтобы не чувствовать боль, и в итоге перестал чувствовать вообще. Ты решил, что жить только для себя – это и есть быть свободным, а на самом деле стал заложником своих страхов, своих травм и чужих идей, которые подсунули тебе под красивым соусом самореализации. Ты ведь даже не заметил, когда это произошло. Все начиналось невинно. Зачем тебе семья так рано? Сначала поживи для себя. Найди себя. Развивайся. Ты никому ничего не должен. И вот ты живешь. Без обязательств, без границ, без ограничений. Ты меняешь партнеров как одежду. Меняешь города, работы, смыслы. Бежишь вперед, потому что назад больно, а останавливаться страшно. Ты называешь это свободой. Только почему в этой свободе так пусто? Свобода ли это? Не мочь прижаться к родному плечу. Свобода ли возвращаться в пустую квартиру и слушать тишину, которая глушит громче крика? Свобода ли не знать, кто будет рядом, если тебе станет плохо? Свобода ли носить на лице маску силы, когда внутри уже все просело, но показать это некому? Свобода ли не держаться ни за кого, потому что боишься зависеть? Нам внушили, что связи – это слабость, что любить – значит страдать, что быть в семье – это жертвовать собой. Но это ложь. Ложь, удобная тем, кто хочет видеть тебя одиноким, потому что одиноким тобой легко управлять. Ты не защищаешь ни свое, ни общее. Ты не строишь, у тебя ничего своего. Ты не ждешь будущего, ты только потребляешь настоящее. Ты живешь в моменте не потому, что умеешь быть здесь и сейчас, а потому что тебе больше некуда идти. У тебя все сейчас и ничего потом. Ты говоришь «я сам по себе». Гордость звучит в голосе, независимость. Но что за этим? Кто ты, когда выключен телефон, когда закончился рабочий день, когда никто не пишет и не зовет? Что остается, кроме пафосного «я никому ничего не должен»? А ведь хочется, чтобы был кто-то, кому ты все должен, по любви. Кому ты обязан просто потому, что не представляешь, как без него. Хочется принадлежать. Хочется быть нужным, а не просто функциональным. Семья – это не про быт, не про статус, не про надо. Это про глубину, про корни, про память, про то, что было до тебя и будет после. Это про род, про то, что ты не первый и не последний, что за тобой предки, а впереди потомки, что ты – живая нить в великой цепи. И если ты ее обрываешь, ты не освобождаешься, ты исчезаешь, растворяешься, а род – это то, что оживляет тебя в каждом следующем. Это возможность продолжиться, переродиться, оставить не только след, но и смысл. Именно в семье рождаются те, кто после тебя будет вспоминать, любить, нести твою фамилию, твое тепло, твои черты. Именно через детей ты получаешь шанс на перерождение, в том числе через память, через воспитание, через то, что ты успел передать, вложить, сохранить. А малая родина – это не просто точка на карте. Это место, где начинается твоя история, где все живое не абстрактно, а твое. Земля, по которой ходили твои деды, дом, в котором пахло медом, лес, в котором впервые замирало сердце. Эти места питают тебя, даже если ты далеко, даже если ты уехал. Потому что связь с родной землей – это тоже якорь. Не тюрьма, а опора. А родовое поместье – это мечта, которую высмеяли, назвали отсталостью, сектантством, фантазией. Но на самом деле это попытка снова укорениться, вернуться к настоящему, иметь место, где ты не просто живешь, а продолжаешь род, где все имеет смысл. Дерево, которое ты посадил, дом, который построил, печка, которая согревает, внуки, которые бегают по траве и зовут тебя так, как никто больше не зовет. Родовое поместье – это не про гектары, это про сердце, про живую связь с землей, с родом, с будущим. Это не убегание от мира, а возвращение к себе. Ты думаешь? Ты выбираешь. А на деле просто следуешь программе, написанной не тобой. Тебе внедрили представление, что быть в отношениях – это проиграть, что жить ради кого-то – это глупо, что зависимость – это зло. Но человек не может быть полностью автономным. Это не его природа. Он создает только когда связан, только когда любит, только когда отзывается душой. Все великое, что сделано в мире, сделано из любви, не из одиночества. Ты думаешь, у тебя все есть, свобода, возможности, время. Но наступает момент, когда ты вдруг понимаешь, есть все, кроме смысла, что все это было бег,
Красивый, успешный, эффектный, но бег. От боли, от ответственности, от настоящести, от себя. Потому что быть с кем-то он страшно. Потому что там нужно открываться, уязвляться, отдавать. Там тебя могут ранить. А в одиночестве безопасно, но и бесчувственно. Ты правда хочешь прожить жизнь в идеальном коконе? Или ты хочешь дышать полной грудью, даже если больно? Свобода не в том, чтобы никого не впускать, а в том, чтобы пускать осознанно. Быть рядом не по принуждению, а по любви. Делить, не теряя себя. Жить, зная, что твоя жизнь вплетена в жизни других. Что ты не точка, ты ветвь, ты продолжение, ты корень. А ты уверен, что это твоя свобода? Или просто красиво отредактированная пустота, выданная за прогресс? А как вы считаете, семья – это якорь? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все», ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями, пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.